Всем привет! Я Сергей Будылин, и это блог «Давайте разбираться», где я рассказываю и показываю, как безопасно и правильно ремонтировать ратраки пистон-були. Сегодня премьера нового формата – лайфхаки, где мы не будем ничего чинить, а я просто расскажу про важные вещи, на которые стоит обратить внимание. Погнали! Итак, у нас тут 600-ка с двигателем 3А. И эта серия про то, как настроить дату, время на экране. И самое главное, как правильно сделать калибровку экрана. Дату и время на самом деле настроить несложно. С калибровкой вроде тоже все просто, но есть особенности. Если калибровку сделать неправильно или закончить не вовремя, то можно загубить экран. Начинаем с домашней страницы. При включении зажигания на домашней странице снизу справа у нас желтое окошко, где отображаются дата и время. Нажимаем на него, и у нас появится еще 4 иконки. Touch Calibration, Time and Date, Reboot System, Shutdown System. Выбираем дату и время, нажимаем на это поле. И здесь мы видим, что мы можем выставить. Касаемся года, крутим шайбу, выбрали год, месяц, число, время. Нажимаем ОК, подтвердили, после чего нажимаем Escape, вернулись на домашнюю страничку. И второй момент – калибровка экрана, Touch Calibration. Очень важно, если вы начали делать калибровку экрана, то ее необходимо закончить. Просто прервать эту процедуру нельзя. Нажимаем калибровку. Он пишет «Коснитесь экрана, чтобы начать калибровку». Или нажмите Escape, чтобы отменить калибровку. Касаемся экрана. Теперь мы видим, что вот в этой рамке этот уголок обозначен красным. И нужно коснуться точно этого крестика. Коснулись раз в верхнем левом углу, затем машина отображает новую точку в верхнем правом углу. Делаем то же самое. И далее по кругу. Потом он просит коснуться центра. Коснулись. Увеличенный центр. Точно по центру необходимо коснуться. Коснулись. Калибровка завершена. Нажимаем Escape, возвращаемся на домашнюю страничку. Ну, вроде все просто. Что же может пойти не так? А вот что. Если мы сделали калибровку неправильно, или во время выполнения процесса прервали его, то может случиться такое, что экран начнет реагировать не точно под пальцем, а в 2-3 сантиметрах выше. Таким образом, те кнопки, которые расположены на экране внизу, будет просто невозможно нажать. Если я касаюсь пальцем, а нажатие отображается слева или сверху, то я уже не смогу нажать на дату и время и сделать новую калибровку. Таким образом, экран становится нерабочим. Но это не просто экран, это полноценный компьютер. И его не получится обнулить, перепрошить, скинуть к заводским параметрам. Только замена. Если вам зашла рубрика с лайфхаками, то поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. И, как я уже говорил в предыдущих видео, вы всегда можете связаться со мной или моими коллегами по этому телефону на экране.